Друзья, добрый день. Сегодня разбираем такой вопрос. Мы с мужем 9 лет в браке. У нас 2 дочери, живем за границей, муж работает 6 дней в неделю с 6 утра до 8 вечера. У нас есть деньги, но нет папы. Дети практически его не видят. С этим еще можно мириться, а вот с алкоголем я не согласна. Он пьет практически ежедневно, но в разных количествах. Расстаться не вариант. Я его люблю. Но из-за алкоголя в доме ссоры. Он садится пьяный за руль и не видит в этом проблемы. Сейчас мы неделю почти не разговариваем. Ему хорошо, а меня разрывает изнутри. Пройдет еще некоторое время, и он успокоится с алкоголем на пару дней или неделю, но дальше снова запой. Я не хочу жить с этими перепадами, хочу что-то изменить. Посоветуйте, как быть, как ему донести, что алкоголь разрушает нашу семью. Я думаю, что мой ответ вам скорее не понравится, но другого у меня нет. Главное правило терапевтической работы – это правило следующее, что вы можете менять только себя, никого другого. Ваш запрос про то, как изменить мужа, как ему донести, поселить в голове идею, что алкоголь разрушает вашу семью. То есть он должен измениться. Вы сейчас воспринимаете ситуацию так, что видите проблему только в нем. И это тупик. И отношения будут при прочих равных все больше и больше отдаляться. Любые изменения возможны тогда, когда мы берем ответственность на себя за свою часть ситуации. И мы можем влиять только на себя. Есть очень хорошая притча на этот счет, когда в Индии к какому-то гуру известному, значит, мама привезла мальчика с ожирением. И вот они ехали, там Индия страна большая, ехали 3 дня поездом, потом 3 часа стояли в очереди к гуру, вот достоялись. Мама говорит: уважаемый, скажите что-нибудь, чтобы вот справиться с его проблемой, у него ожирение. Гуру посмотрел на мальчика и говорит: приезжайте ко мне через 3 недели. Хорошо, спасибо. Значит, опять же проходит 3 недели, та же дорога, 3 дня полем, 3 дня лесом, пока простояли в очереди, подходят, значит, это, и мама говорит: ну вот мы у вас были, вы сказали приехать через 3 недели, вот мы приехали. На что гуру посмотрел, говорит: да-да-да, я вас помню, не ешь сахар мальчику. Мама такая: слушайте, ну при всем уважении, вы не могли это сказать 3 недели назад? Он говорит: нет, не мог, потому что я ел сахар. И вот этот принцип центральный в терапии. Любое изменение вашей семьи, вашего быта, вашего материального положения, вашего здоровья, вашего вот всего того мира, который вас окружает, это и есть изменение внутри вас. Далай-лама говорил про то, что стань тем изменением, которое хочешь видеть в мире. И вот мы должны все стать тем изменением, которое мы хотим видеть в своей семье, в своей стране, в мире в целом. Да? То есть что мы видим, что нам не нравится, и вот этим изменением мы должны стать. Понятно, что не буквально, если вы говорите, что ваш муж там пьет алкоголь и очень много времени посвящает работе и так далее. То есть понятно, что вы буквально можете не пить алкоголь и так далее, но на самом деле внутри у вас один и тот же механизм работает. Вашу семью разрушает не алкоголь. Вашу семью разрушают те сложные, невыносимые такие переживания внутренние, от которых ваш муж бежит в алкоголь и в трудоголизм, а вы бежите в механизм психической защиты, называется проекция, когда мы видим врагов вовне, когда мы все плохое видим вовне, причину всех бед видим вовне. Излюбленный прием пропаганды, если мы говорим про массовое сознание, а очень интересные параллели, вот как работает идеология массовая и как работают внутрипсихические процессы. Один процесс помогает понять другой и наоборот. Так вот, один из самых известных приемов в пропаганде – это найти внешнего врага. Как только, например, президенту какой-то страны грозит чего-то там, какое-то разоблачение, снижение рейтингов и так далее, что делают политтехнологи? Находят внешнего врага. И это работает безотказно. И это работает безотказно и для психических защит наших. Мы нашли внешнего врага, все. И это есть выход внутренней агрессии, это есть выход внутреннего напряжения. Но решает ли это проблему? Нет.
И первый шаг – это снятие проекции, то есть возвращение ответственности себе и признание такое глубинное, что мы вместе создаем то, что происходит в нашей семье. Пары так устроены, вот как люди притягиваются, почему происходит там, влюбленность, притяжение и так далее. Ну, понятно, что в этом есть всегда некое чудо и что-то божественное, что не подлежит анализу, и не нужно это анализировать, иначе магия развеется. Но есть и вполне себе такая объяснимая история в этом, и это история про проекции. Нас притягивают люди, у которых с нами есть классная книга «Семья и как в ней уцелеть». И вот авторы там пишут, вводят такую метафору, что пары притягиваются тем, что находится у них за ширмой. Да, то есть, другими словами, какими-то бессознательными состояниями. И вот вы с мужем тоже этим, в частности, притянулись. Да? Что-то есть такое у вас общее, какие-то очень тяжелые, субъективно для вас состояния, которые, еще раз, он старается заглушить алкоголем, работой, а вы стараетесь заглушить тем, что видите проблему в нем. Да? Ну, то есть вы это видите в нем. Или говорите, из-за того, что он пьет и работает столько, я вот так себя чувствую, вот так меня изнутри разрывает, как вы пишете, да, вот так вот мне ужасно. Но принцип первичности ментального состояния говорит про то, что любые внешние ситуации мы создаем себе как декорации, чтобы прожить то состояние, которое есть внутри. Состояние первично. И вот это состояние, которое вы сейчас связываете, вот как будто бы говорите, ну не как будто бы, а говорите и себе, и ему, что если ты не будешь пить, если ты будешь больше дома проводить время и так далее, я не буду чувствовать вот это вот ужас этот внутренний, да, или эти качели эмоциональные. И в вашей паре есть потенциал это проработать и у вас, и у него, и выйти на новый уровень. Для этого этот механизм и существует. Да? Мы притягиваемся с людьми одинаковыми травмами, и это всегда есть шанс выйти оттуда, да? Перейти на новый уровень мышления. Что с этим делать? Ну, первое, конечно, я настоятельно вам рекомендую поработать с профессиональным психологом. Потому что я слышу, что в вашем письме много боли, вам действительно больно, вы действительно в таком тупике внутреннем. Здесь психолог, он для вас на первых порах будет тем, кто поможет вам восстановиться эмоционально, да, подкопить энергии достаточно, потому что без внутренней энергии мы не можем совершать перемены. Вот ошибка, да, как я вижу, многих подходов психологических, особенно таких вот позитивного мышления и так далее, в том, что человеку предлагают моделировать новое, создавать в таком очень глубоком минус состоянии, а там нет энергии. А без энергии, ну, никакая внутренняя работа по моделированию, визуализированию, вот, по созданию чего-то нового, она невозможна, она не, знаете, это как такой росточек, которому не хватает силы пробиться сквозь асфальт вот этих вот тяжелых переживаний. В таком эмоциональном состоянии психолог, прежде всего, и терапия служит пространством, где вы накапливаете энергию, да, за счет разгрузки эмоциональной, снятия стресса и так далее, вы становитесь так сильнее, у вас побольше энергии. И тогда происходит вот этот скачок, переход, потому что, смотрите, любой кризис, а вы сейчас в кризисе, это указание на то, что вы переросли свое старое «я». И индивидуальное «я», и «я», ну, системное, то есть ваша с мужем семья. Вот тупик, кризис, конфликт – это всегда про то, что все, вот здесь уже тесно и нужно выходить на следующий уровень. Но для этого, еще раз, нужно подкопить энергию, чтобы что-то новое внутри смоделировать и проявить потом в реальной жизни. За счет чего там пойдут перемены? За счет того, что в отношениях между вами и психологом будет проявляться все то, что происходит у вас в отношениях с мужем. То, что сейчас я читаю информацию о вас, о ваших отношениях, это карта, а не территория. Это только ваш взгляд. Вот как если вся информация о ваших отношениях это 1000х, у меня сейчас есть только 1х. Очень мало информации.
Потому что я вижу это только вашими глазами. Если бы написал еще ваш муж, я бы увидела еще глазами. Если бы, не знаю, я могла присутствовать дома при ваших разговорах, я бы еще что-то увидела и так далее. Есть очень много информации, и всегда то, что приносит один клиент, это очень мало. И основную информацию психолог берет не из рассказа клиента, а из того, что происходит между ним и клиентом. То есть то, что происходит у клиента в реальной жизни. Правдивая информация не в том плане, что клиент обманывает психолога, нет, а в том плане, что клиент сам обманывает себя. Вот в любой ситуации, где у нас есть проблема, мы обманываем себя. У нас включается система внутренних защит, такая внутренняя пропаганда. И нам то подсовывают внешнего врага, то закрывают глаза на что-то, то отвлекают внимание. Вот смотрите, мы сейчас все с вами живем война это время пропаганды, хоть с любых сторон, иначе войну не пройти. Мы можем это, прямо отслеживать, как нами манипулируют, как наше внимание перенаправляют в нужную сторону, как разделяют на черное-белое, вот эти все вещи. И на самом деле наши системы психических защит действуют по таким же схемам. Вот очень хорошо это можно сейчас отследить и глубже понимать, как вы внутри собой манипулируете, как вот эти пропаганда внутренняя включается. Что можно сделать самостоятельно, какие шаги? Первое. Подумайте, когда это началось, когда ваш муж ушел вот в эту работу 24/7, в алкоголь и так далее. Например, вот вы сможете такую точку отследить. Когда вы переехали, за границу, вы пишете, что за границей живете, вот тогда это началось. Да? Или с рождением ребенка это началось. И если вы такую точку отследили, спросите себя, как поменялась я, что во мне поменялось. Например, с переездом за границу я начала очень сильно тревожиться. Понятно, потому что новая страна, там, не знаю, нет подушки безопасности, еще что-то. И я стала сильно тревожней. И тогда следующим шагом спросите, напомните себе, а какое у меня состояние внутри было, когда у нас все с мужем было хорошо. И старайтесь в течение дня почаще вспоминать это состояние, просто вспоминать его вкус, как если бы, вам дали задание, вспоминайте в течение дня вкус яблока. Вы себя не убеждаете, что вы едите яблоко, вы себе не рассказываете, что у вас во рту вкус яблока, нет, вам просто нужно это вспомнить. 10 раз в день вспомнить вкус яблока. Вот также 10 раз в день вспомнить вот это состояние. Да? Нет, его сейчас нет, ничего, просто вспомнить именно состояние такое, знаете, вот как это в той шкуре быть тогда, как оно внутри было. Просто вспомните все. И это тоже будет ваше сознание постепенно фокусировать на других участках реальности. Если, например, вы скажете, нет, это было так всегда, сколько мы в отношениях всегда это было, тогда, смотрите, вопрос тоже к вам, как вы себе это объясняли, что там он изменится и так далее. В общем, тогда уже, опять же, вопрос скорее к психологу, разобраться, как вы на это закрывали глаза. Еще раз, наши психические защиты – это то, как я прячу от себя правду. Вы каким-то образом эту правду от себя прятали какое-то количество лет или месяцев, не знаю. Правду можно прятать буквально, я не замечаю этого, или я замечаю, а прячу от себя переживания. Это тоже работа с психическими защитами. И если вы пока не готовы к психологу, моя рекомендация – вести дневник. Каждый день записывать то, что вы чувствуете, что вы думаете, То есть дневник не как, знаете, не как хронологию вашей жизни, я сегодня там встала в 9 часов и так далее, а что происходило в ваших отношениях с мужем, что вы чувствовали по этому поводу, как вы это все воспринимали, как бы вам хотелось. И дальше
анализировать написанное, то есть смотрите, вы пишете как поток идет, да, а дальше читаете и пытаетесь держать фокус не на том, что вы написали, что вы думаете, а как вы думаете, исходя из каких убеждений вы думаете, да, какие у вас представления о том, какой должен быть брак, какой должен быть муж, какой вы как жена должна быть и так далее, да, то есть пытаетесь за этим увидеть некие свои убеждения, установки по поводу семьи, по поводу мужчины, по поводу роли женщины и так далее. Это непростая работа, еще раз отсылаю вас к тому, что лучше все это делать с психологом, но опять же вот такие шаги можно сделать. И это тоже такой терапевтический процесс, потому что с одной стороны дневник помогает, вы туда выливаете, да, свои состояния, а дальше делаете такую более аналитическую работу. И еще раз, любой кризис, а вы с мужем сейчас в кризисе, это звонок про то, что вы должны оба поменяться. Что значит поменяться? Поменять свои представления о себе, о том, что кто кому должен или не должен, какой должен быть муж, какая должна быть жена, что такое брак, какое место, не знаю, вот какое место в вашей жизни занимает муж, а какое место в его жизни занимаете вы и так далее. То есть все это требует пересмотра, то есть пересборки внутренней. Это и есть кризис, да, когда мы говорим, что выход из кризиса – это создание новой идентичности. Вот новая идентичность – это такая ревизия вот всех этих представлений внутренних.